Что мне поплохело. Всем салют! С вами я, День Ютуба Скарлетт Смесь. Наконец-то на моем YouTube канале долгожданный эксперимент аудионаркотики. Не знаю, как вы, но я этого эксперимента ждала. Мне хотелось затестить. Но что будет, если слушать аудионаркотики и смотреть иллюзию одновременно на протяжении часа? Ну что, начнем? Аудионаркотики появились в 2006 году и через пару лет завирусилась в интернете. А иллюзия зрения — это у нас оптическая иллюзия, которая возникает при ошибочном зрительном восприятии. Например, вы просто смотрите на какую-то одну точку, потом отводите взгляд, и вы видите ту же вещь, только на стене, например. Вы, например, смотрели час на Николаса Кейджа, а потом он появился у вас в зеркале, потому что вы отвели взгляд и вы видите отражение его, потому что такая иллюзия. Я решила проверить, что же будет, если вот это все объединить и смотреть одновременно 1 час на протяжении, что из этого выйдет. Одновременно на иллюзию и слушать аудионаркотики. К чему это приведет, мы узнаем в этом видеоролике. Сейчас я буду искать оптическую иллюзию. Попробую досмотреть до конца челлендж. Конечно, я не буду пока практиковать такое, но, может быть, в будущем. Блин, камера, я здесь. В общем, в будущем, я думаю, может быть, все-таки и будет 10 часов. Но пока что я к такому не готова. Поберегите, ребят, меня, пожалуйста. Сейчас я пытаюсь найти, ребят, аудионаркотики. Сначала мне как-то нужно наушники подключить. Я уже кое-что присмотрела из аудионаркотиков. Комментарии мне очень понравились. Тут прямо каждый ржет, якобы аудионаркотик действует, пишут в комментариях. Поэтому я сначала его попробую, потом буду пробовать другие. Я уже начала слушать. Не знаю, надеюсь, меня нормально слышно. И так, я вроде бы нашла хорошую иллюзию. Записывает ли все меня? Камера. Так. Сейчас, погодите, я поставлю будильник, потому что я боюсь пропустить момент, когда... А то буду весь день это слушать. Отлично, слушаю эту дичь, листаю комментарии, ржу как дикий наркоман. Может, какие-то глюки будут? Вдруг мне придется откачивать от этого. Не знаю, на самом деле, ребят. Я сердце не чувствую, ребят. Бессердечная я. Вот я сейчас слушаю. Такое чувство, будто иллюзия тоже ускоряется. Это чтобы не отвлекаться на экраны, я сразу же буду готова нажать. Что-то мне пишут сразу все. Как только я сосредоточилась на иллюзии, сразу все начали писать мне. Ребят, я уже не в этом мире. Ну нет, но аудионаркотики прикольные, мне именно бит прикалывает. Такой упоротый какой-то бит. Ух ты, ускоряется. Иллюзия. Я смотрю на белую точку. На квадратик вот этот красный. И тут увеличивается скорость, мне кажется. Пока я была в наушниках, я даже не заметила, что там какой-то грохот был. А где этот грохот был, непонятно. И несмотря на все это, меня пытались отвлечь любыми способами. Звонили мне, писали мне. Я должна была ответить, но
Но нет, эксперимент важнее всего. Да пока что просто на чили, на расслабоне смотрю в эту точку. Не напрягает. Конечно, я бы отвела бы уже взгляд на самом деле. Но терпимо. Я часто моргаю, не заметила. И вот когда я сосредоточилась на этой точке, все время менялась вот эта картиночка. Было такое, то, что я даже чуть-чуть вертолет, пропеллеры видела. То, что там сбоку прилетают. Нет, иллюзия сработает, а вот аудионаркотики я не думаю. На самом деле. Глючит чуть-чуть. Ну, как будто меняется картинка, хотя я знаю, что она не меняется. Надеюсь, у меня здесь скримера не будет, потому что, ой, блин, как всегда пишет вовремя очень. То, что бывало такое, то, что я смотрела иллюзию, а там скример добавили. Это самое жесть было. То есть ты смотришь иллюзию, чтобы, получить эффект, а в итоге ты получаешь эффект обострения. Вот. Так что у меня сейчас паранойя насчет этих видеороликов. Да сейчас какой-нибудь скример выскочит еще. Говорят, что теоретически это безопасное явление, но бинуральные ритмы вредят мозгу и организму в целом. При прослушивании цифровых наркотиков желаемого эффекта может и не возникнуть, как это происходит в большинстве случаев. Реакции бинуральных ритмов у каждого разные. Чаще всего вызывают слабую головную боль и головокружение, как у меня. У меня почему-то здесь рука начала затекать. Давайте я пример приведу. Вот у вас затекла нога, вы сидели неудобно, потом такие сели удобно, и ваша нога переходит в норму. И когда нога приходит в норму, там прилив крови, сначала вот это вы не можете вступить, и вот как раз-таки вот этот неприятное ощущение в виде как будто шумы какие-то, да, вот. И вот я примерно такое же ощущала с рукой. Но я не знаю, может быть, я и вправду ее ощущала, хотя я не знаю, как она была свободная у меня, я сидела вроде бы ровненько, более-менее. Пришлось вот так вот батарею поставить. Сейчас я попробую вкрутить. Так. Бля. Сейчас бы камеру не уронить, на самом деле. Мне он же тут занят. Пытаются помешать моему эксперименту, но я не сдаюсь, я не отвечаю на звонки, пока что просто слушаю наркотики, смотрю на иллюзию. Кстати, я думаю, ровно меня видно или нет? Я надеюсь, меня видно вообще. А то вы сейчас, может, смотрите на бардак мой, который я вот там устроила. Одна камера у меня села, другая. Я не отвлекалась. Даже когда разрядилась камера, другая камера вообще как-то прям горела, и мне пришлось ее выключить. Скорее всего, у меня там просто забита уже память. А эта камера у меня разрядилась, поэтому мне пришлось вот прямо как-то интуитивно, я знаю, где батареи лежат, я просто вот так вот сняла камеру и знаю, что где находится, и ставила новую батарею, чтобы продолжить снимать видеоролик. Прикиньте, я научилась останавливать время с помощью иллюзии.
Уже время будильника должно быть. Ну ладно, но скорее всего 50 минут где-то прошло. Но я уже жду будильник, на самом деле. Аудионаркотики – это предполагаемый тип наркотиков, которые могут вызывать эффекты наркотического опьянения или провоцировать изменение состояния сознания с помощью музыки. Наука относится к аудионаркотикам с большой скептической осторожностью. На данный момент нет полных доказательств, которые бы подтверждали существование таких веществ. Чтобы наблюдать бинуральные ритмы, достаточно надеть стереонаушники, в которых на разные уши подаются сигналы, немного отличающихся по частоте. Разница сигналов мозг воспринимает как естественное биение низкой частоты. Для того, чтобы такие биения были слышны, частота тонов должна лежать между 1000 и 1500 Гц, а разница частот не выше 30 Гц. Но все же преимущественно не более 25 Гц. При большей разнице частот человек слышит два раздельных тона, и биения не возникает. Нужно дождаться, когда закончится это видео. Почему-то оно что-то как-то не заканчивается. Я поставила, чтобы у меня будильник прозвенел через час. Что-то как-то не сходится. Может, я какую-то ошибку сделала. Видео уже, почти все красное. Во, все, ребят. Ой, я поставила... Я здесь. Видео закончилось. В смысле? Подождите-ка, ребят. То, что вы сейчас увидите, вас повергнет просто в шок. Вот там. Вы не видите? Вот там. Что мне попухило. Я реально там вижу силуэт человеческий. Поверили, да? Ха-ха-ха, разыграл, ребят. Но эффект еще идет. Вот там вот этот цветок растет у меня и растет, прикиньте. И картина растет тоже. Все растет, елки. Ну а там аудионаркотиков у меня шум в ушах. Но шум в ушах у меня всегда. А иллюзия у меня все еще присутствует. Я все еще смотрю. Все вокруг увеличивается. Та-дам! Все! Прошел эксперимент наконец-то. И вот прошло 10 минут, я снимаю итог, и у меня до сих пор эффект остался. У меня вот палец увеличивается указательный. Немножечко появилась боль головная, слегка, чуть-чуть. Было такое, что увеличивается скорость, либо же сбавляется скорость. Насчет аудионаркотиков, было такое, что мне хотелось засмеяться, но из-за того, что бит смешной получился у них. Но не из-за того, что он как-то выявляется каким-то наркотиком для меня. Просто смешной бит. То же самое, как я могу в FL Studio что-нибудь поделать, и я буду смеяться с этого. Я, конечно, не ученый. Я не могу делать выводы, что якобы не существует аудионаркотиков, но я просто в них не верю. Но, может быть, эффект даст сегодня ночью, может, какие-то сны будут наркомановские, кто его знает. Я надеюсь, этот эффект уйдет. Хотелось бы. Так, поэтому посмотрим, сколько это будет длиться. Наступил следующий день.
У меня прошел эффект. Длился он где-то 40 минут. Вот, то, что покачивало головокружение такое было. Я присматриваюсь вот сейчас к афишам. Если я долго смотрю, мне кажется, то, что головокружение немножечко осталось даже. Как только я сказала, уже все прекратилось головокружение. И эту чашку чая я выпью за удачный эксперимент. Всем спасибо за просмотр. Ты знаешь, что делать. Подпишись, поставь лайк, поддержи меня. И всем пока-пока!